Здравствуйте! Сегодня я решила начать урок с морской прогулки и показать наши окрестности. Это вечерняя прогулка. Я живу на море. И здесь живут очень красивые наши друзья – лебеди. Ну что ж, мы полюбовались на море, полюбовались на лебедей. Ну а теперь переходим к нашему уроку. Здравствуйте! Сегодня мы будем шить кукле наряд. Юбка солнцеклёш не шьется. Ее нужно вырезать по ткани и сразу можно одевать на куклу. Юбка без шитья. Наша задача только сделать выкройку. Выкройка – это всегда голова любому шитью. Нет выкройки, нет изделия. Если вы умеете строить выкройку, вы пошьете любой наряд кукле. Поэтому мы в своих уроках учимся строить выкройки. А шить вы точно умеете и будете дальше совершенствовать свое мастерство. Переходим к замерам. Окружность талии, длина изделия. Это все замеры, которые нужны для этой юбки. Окружность талии, понятно. Вокруг талии мы измеряем вот 16 сантиметров. Учитывая то, что на это изделие мы берем ткань, которая тянется и которая не осыпается, чаще всего это качественный трикотаж. Поэтому мы от окружности талии отнимаем 1-2 сантиметра. Если ткань очень хорошо тянется, можно и 3 сантиметра убрать. Тогда на талии будет юбка сидеть плотнее. И длину юбки в данном случае мы берем 6 сантиметров. Это все замеры. Переходим к выкройке. Рассмотрели юбку. Внутри у юбки круглое отверстие. Мы знаем, что окружность, длина окружности равняется πd, где d – это диаметр, или 2πr, где r – это радиус. Вот зная длину окружности, в данном случае у нас 15 сантиметров, потому что 16 сантиметров минус 1 – это будет 15. 15 сантиметров, согласно формуле, мы делим на π, 3,14. Примерно 15 мы делим на 3, получаем 5 сантиметров. Радиус равен 5 сантиметров, мы делим на 2, значит 2,5 сантиметра. Итак, чтобы окружность у нас была длиной 15 сантиметров, нам нужен радиус 2,5 сантиметра. Это школьная формула, программа 2 класса, все они знают. Итак, от точки А мы откладываем радиус по окружности. И чертим потом нашу окружность по талии. Вот простым дедовским способом,
Мы отмеряем 2,5 сантиметра по окружности. Можно взять циркуль. И просто соединяем эти точечки. Замечательно. Теперь нам что осталось сделать? Отложить только длину юбки. В данном случае у нас 6 сантиметров. От точки 2,5 мы откладываем 6 сантиметров по окружности. Если вы будете откладывать от точки А, тогда вам нужно прибавить 2,5 сантиметра. И будет 8,5 сантиметров от точки А или 6 сантиметров от окружности по талии. Вот длину юбочки. Внутренний круг у нас будет ложиться на талию куклы. Вот так мы поставили точечки и аккуратно соединяем. Получилась у нас вторая окружность. Все, выкройка готова. Сейчас будем кроить и одевать на куклу готовую юбку. Сгиб ткани вот по этой линии идет. И для ясности, чтобы вы у себя правильно начертили в тетради, обязательно все фиксируйте в свою тетрадь. Это ваша будет спутница по выкройкам и по шитью. Итак, вырезаем. Можно согнуть по оси симметрии и вырезать. Можно вот так вырезать прямо по окружностям. В данном случае у нас получится все ровно и красиво в любом случае. Вот у нас все готово. Берем ткань. Еще раз напоминаю, что ткань должна быть такая, у которой не осыпаются и не отрепываются концы. Берем нашу ткань, складываем лицом к лицу. И с изнаночной стороны прикладываем выкройку по линии сгиба ткани, по линии сгиба и вырезаем. Либо можно сначала обрисовать выкройку, а потом вырезать. Работайте, как вам удобно. Юбка у нас готова. Мы потратили на выкройку 2 минуты и на вырезание еще минуту. Ну, в общей сложности 3-5 минут. Даже новичку. Ну и бонусом мы сегодня пошьем кукле топик. Это будет у нее такой летний пляжный наряд у куклы. Юбку можно украсить любым способом. Можете любой бантик привязать, любую тесемочку. Все, что вам нравится. Все, как вы придумаете. Ну, такой мы бантик придумали. И у нас получилась замечательная юбочка. Ну и обещанный топик. Мы уже с вами строили подобную выкройку на уроке, когда мы шили платье без швов. Поэтому мы технологию построения выкройки этой знаем. Нам нужно сделать замеры. Давайте их сделаем.
Пишем топик. Окружность груди и длина изделия. У нас кукла такая, что у нее грудь, талия и бедра одинаковый размер, поэтому мы уже знаем, какая окружность груди и талии. Ну вот топик можно сделать коротенький, можно сделать подлиннее. В данном случае у нас 5 сантиметров. Строим выкройку ровно за 2 минуты. Берем листик бумаги. От точки А вниз мы откладываем длину изделия 5 сантиметров. Да? Это мы уже знаем. Это мы наизусть уже знаем, что от точки А вниз 5 сантиметров. Длина изделия. А от точки А вправо 1/4 окружности груди. Это будет у нас 4 сантиметра. Откладываем 4 сантиметра вправо от точки А и достраиваем прямоугольник. Нам осталось сделать горловину, выемку для горловины. Можно делать различной глубины горловину. Меньше, больше, как вы считаете нужно. И глубину проймы можно замерить, как мы замеряли уже, от плеча до плеча. Но учитывая, что ткань у нас тянется, у нас в данном случае этот замер не требует суперточности. Ткань у нас трикотажная, она хорошо ложится и тянется. Вот мы сделали пройму, и на бочок чуть-чуть добавляем буквально 3 миллиметра. Мы бочок будем зашивать. В данном случае я его зашила просто вручную за 1 минуту. Видите, бочки зашиты. А на плечах у нас нет шва. На плече у нас сгиб ткани. Все, у нас готово. Вырезаем нашу выкройку. Это 1/4 часть выкройки. Сгибаем ткань. Вырезаем переднюю часть и заднюю часть. На передней части мы делаем разрез, как кофточка, чтобы она одевалась. А сзади разрезы не нужно делать. Я думаю так. Ну, можно сделать и сзади. Все по вашему желанию. Вот сгиб по ткани. Шва нет на плечах. Швы только по бокам. Сзади у нас 2 полочки. Без разреза, впереди есть разрез. Ну вот, все у нас получилось. На сегодня у нас все. Желаю вам творческих успехов и до следующих увлекательных встреч!